Всем привет! Вы на канале Польза от стрима. Меня зовут Саня, и здесь только подробные прожарки тех устройств, которые вы планируете покупать. И я, соответственно, стараюсь любыми способами и средствами каким-то образом максимально подробно показать вам, что может устройство то или другое, то или иное, и сэкономить вам средства, потому что мы здесь ищем недостатки. Достоинства ищут в других местах, хотя в итоге я все равно вам скажу, что стоит, по моему мнению, денег своих или нет, и достойно это девайс или нет. Надеюсь, что вы подпишетесь на канал с колоколом, пока на данный момент я не вижу, что аудитории это надо. Напоминаю, что основной канал у нас это Польза.нет, довольно большой, вот сзади меня лейбл, 444 тысячи подписчиков. Подписывайтесь и на него, и обязательно подписывайтесь сюда, даже если не смотрите. Рано или поздно здесь может оказаться ваш девайс. Xiaomi 14 был в китайской версии, у меня было несколько обзоров. Xiaomi 14 в глобальной версии. Пока вы видите, как проходит антутовский бенчмарк на Honor Magic 6 Pro, я хочу напомнить несколько основных моментов. Первый, я уже просто море фотографий выгрузил с примерами видео на это устройство. Я буду его сравнивать с Samsung S24 Ultra в основном обзоре, при том, что S24 Ultra, напоминаю, в проф-режиме может еще в 4К 120 FPS снимать. И сейчас я подсъемы делаю не на него, не на iPhone 15 Pro Max, а на него. Вот как они реализовали великий ужасный Snapdragon 8 Gen 3. Видите, я специально подогнал, чтобы стрим начался вот с этого. Почему с этого? Потому что вы сейчас еще увидите магический момент, когда говорят, что, опять же, будет у меня китайская версия Honor Magic 6 Pro, но здесь есть Google сервисы. И когда мы думаем, что есть Google сервисы, мы думаем, что никаких проблем у нас не будет. И поэтому, может быть, мне кто-то сейчас, кстати, на стриме подскажет, я при вас устанавливаю New State, и спойлер, я его не могу установить. То есть Google сервисы здесь есть, но это единственный смартфон за $800, на который я не могу установить PUBG New State. Возвращаясь к нашим истокам, не забывайте прожать лайк, не забывайте, что... Так, там у меня донат сюда, покупать здесь. Я не указал. Пока еще обзора нет. Полноценный обзор будет на канале. На Польза.нет Live будет, разумеется, обзор одним кадром. Обзор одним кадром — это когда я хожу с устройством и себя на него снимаю. Сегодня только вот буквально минут 15 назад я выгрузил обзор на Redmi Note 13 Pro Plus 5G Global. И да, я этим делом живу, мои каналы, очень рад вас видеть. И в первую очередь мы здесь собираемся по двум причинам. Первое, чтобы увидеться, пообщаться приятно по поводу железок, никакой политики, религии или чего-то остального здесь есть. Нет, только минимальное количество вспоминаем по поводу каких-то моментов из новостей технологий. Допустим, я могу вам рассказать из новостей технологий, это тоже. Нам показалось, что не показалось, сократилось количество моделей смартфонов, в принципе, с Поднебесной в прошлом году почти на 100 штук из-за брендов. Но пришел 24 год, и Китай, вопреки всему, взял и начал раздавать дешевые кредиты, и последние 3 месяца показывает экономика Китая, что скоро у нас будет много новых железок. Все у них стало расти, дефляция. Ну, не будем об экономике. В целом, я единственное по поводу железок хочу сказать, что я купил Xiaomi 14, возможно, куплю Xiaomi 14 Ultra, купил бездумно, абсолютно не советую никому, Realme 12 Pro и 12 Pro Plus за бомбические просто деньги. Купил Redmi 13 Pro Global Edition 5G, не Pro Plus. И сегодня еще, наверное, куплю, опять же, 14 Ultra, но не факт. Вот, пытаюсь купить S24 на Snapdragon, пока не получилось. S24 Plus, разумеется, купил. Разумеется, еще купил Sony. Так что примерно вы план знаете. У меня в наличии Honor Magic 6 Pro, еще Redmi 13C и Honor Magic 6. Это из свежего. Из несвежего, на что я точно должен, на iPhone 15 Plus, который у меня больше года, и на iPhone SE. И еще несколько дешевых смартфонов, не знаю, дойду я до них или нет, потому что мне идет уже OnePlus 12 Global и OnePlus 12R. Все вам выдал, как на духу. Напоминаю, что база всего, что мы делаем, это задавать вопросы. Правильно задавать вопросы — это высшее образование. То есть мы получаем высшее образование для того, чтобы знать, как и что спросить. Алекс, Дмитрий, Денис, Визард, Red Fox, Жужу, то что не на службе, Ярослав,
Альберт, Марика, Кладов, Сэмс Лайф и Руслан. Всем огромное спасибо, что пришли. Всем привет. И огромное, да, спасибо отдельно за лайки. Специально сегодня днем начал стрим. Почему? Потому что на Honor Magic 6 я сделаю вечером. У меня завтра обзор на этот смартфон благополучным образом, потому что наснимал я на него уже фотографии 700. Кстати, надо все-таки вам скинуть ссылку на примеры фото. Там мне очень понравилось, как он фотография. Это, кстати, лидер, к слову, DxO Марка. База вот этой фотографии, посмотрите, я сейчас ссылку скинул в телегу, мою личную, и мне очень понравилось. Если, кстати, получится установить, будет классно, потому что я его 4 раза пытался установить. Мы еще, кстати, его... Кстати, еще одно слово паразит. Попытаемся разрешить. Конфим. Разрешить. Конфим. И что это он мне предлагает? Играть. Почему он меня выкинул? Ну, в общем, это уникальный смарт, повторяюсь. Я не могу туда установить PUBG New State. Может быть, сейчас установится. Еще раз конфим. Есть, все, он вылетает. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему. Но факт остается фактом. New State просто тупо не установить. Может быть, через APK Pure я сейчас буду устанавливать его. Пока вы в онлайне. Может быть, кто-то мне чем-то поможет, посоветует. Но это дичь. Это дичь. И стоп. Если мы установим через Mozilla APK Pure, попробуем. Не советую APK Pure устанавливать. Повторяю, что мой аккаунт здесь это из разряда, он уже 3-й, по-моему. У меня 2 уводили. Не критично. Не, лучше вечером все-таки работа под угрозой срыва. Это единовременная акция такая. Потому что я не считаю Honor каким-то суперсмартфоном. Я считаю, что DxO Mark просто с потрохами продались с этим смартфоном. И это какая-то дичь. Мне очень нравится объем, конечно, фотографий. И я еще много каких эпитетов могу придумать, но я не понимаю, за что. За что такие деньги? И может быть, мне кто-то подскажет. Кто мне подскажет? Сейчас я APK Pure скачаю. Это не делать. Это я не советую делать, потому что они тырят ваши данные. Но у меня здесь ни банковских карт, ничего нет. И все. Вот. А по поводу Китая, почему я вспомнил, кстати. Потому что мне многие пишут такие, вот, и что они будут... Да ничего они не будут делать. Экономика такая штука, что вы будете слушать популистов, а сами экономисты не знают, что будет происходить. А те, кто знают, они нам никогда не расскажут, поверьте мне. А насчет того, что что-то где-то происходит, каждый раз, когда где-то что-то происходит, после того, как где-то что-то уже произошло, туда прибегает очень много людей, чтобы вложить в это место деньги. И тоже касается Китая, которые тоже все говорили, что все будет плохо. У них было все под вопросом, а потом туда все прибежали с деньгами, и так происходит всегда. Когда какое-то место, чтобы заработать денежку, открывается, вспоминаем Иран, правильно? Вы можете посмотреть на YouTube много всяких штук. И вот по поводу, мне кажется, Китая, и не только его, будет еще много подобных разборов, как экономика может лететь вверх. Так, сейчас мы попытаемся PUBG New State здесь скачать. New. PUBG New State есть. Есть. И вот установить. Может быть, у него какие-то особые файлы, которые здесь отсутствуют. Я не знаю, в общем, в чем причина. Подсказывайте мне, почему на Honor Magic 6 Pro я не могу установить PUBG New State. Гуглы идут официально, вообще из коробки кладов. То есть вот это китайская версия смарта, а гуглы идут из коробки. То есть все гуглы в Honor Magic 6, который я купил за 76 тысяч рублей, к слову, а я отдал 85. Почему вот такая жизнь подлая? Даже он дешевле, чем 76. А я отдал 85. Вот так всегда. Ты покупаешь какую-то штуку на обзор, а потом она становится дешевле.
Потому что все железо становится дешевле. Я говорю, когда я Redmi 13 Pro Plus сегодня обозревал, полгода они его продают. Какого лешего они не сделали его дешевле в глобалке? Железо-то старое. Это то, что они не смогли в Китае продать. Шах и мат покемоны, да? Как у кого день проходит? Что здесь интересного? Разумеется, здесь Gen 3, разумеется, разумеется, DxOMark отдал им первое место по возможностям фотографии. IP68, я буду его, разумеется, топить. Гуглы встроены. Все. Большая достаточно батарея, хотя не супер огромная. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Нет, это Magic V. А в России его, наверное, еще нет. На Али он 75, на Озоне 85. Кто там мне про эту контору рассказывал? Бежать покупать. Там, где дешевле, на Озоне иногда бывают неудачи. Так, чекин. Сейчас ждем. Специально при вас, потому что потом скажете, что Саня как-то не так устанавливал, что с ним произошло, вообще нормальный смартфон. Вот все для этих самых людей, которые продают и не верят, что есть какие-то проблемы с железками. Александр Павлов, приятно. Через APK Gallery пробовал. Да, Денис, и покажу тебе тоже, что через APK Gallery он тоже не встает. А почему я должен любиться, извини за грубость, со смартфоном за, ну ладно, уже 75 тысяч рублей? 8К 30 FPS здесь нет, но менюху я вам покажу. Для игры нет сертификата от разрешения от Google. А у остальных есть? Что за дичь? Open. Ну и? Я не понял. А зачем мне он? Мне нужен APK Pure и New State. Я попытаюсь через этот. Долго заряжается на одном обзоре. Да это гон. Карбюратор. С чего? Я сейчас при вас заряжу его. Я его, кстати, даже заряжал уже. Сейчас мы его разрядим пол. Это я забыл сказать, что один из самых быстро заряжаемых смартфонов за 20 минут на 69%, за 42 на 100. Может, они не проверяли его, очень много не покупаешь. Покупаешь за 85 и... Мэм, мы не используем мат здесь. Я понял ваши эмоции. Вы можете вот так губами сделать. Так, отменю я блокировку твою. Но сообщение удалил. Рамзес, привет. И напоминаю, что ассоциативные ряды, разумеется, за $1200 такое чудо покупать не стоит. Почему? Потому что вот рядом лежит вот это дело. Оно может снимать в 120К. 120 FPS 4К, и еще 8К может снимать и переключаться на основной модуль. С основного модуля на фронталку. Только вчера с Игорем мы вместе, не утрированно, мы вместе ведем фактически канал, обсуждали, что в примерах Samsung S24 Ultra ночью просто бомба, а когда ты смотришь на смарте, шлак, как будто один сплошной шум. И я как раз сравню его в обзоре. Вы сравните, я просто видео вставлю. С Magic 6 Pro. И все, и решите. Потому что это дело уже можно дешевле купить. Плюс здесь стилус есть, который большинству не нужен, но вы обязательно будете стараться... Нет, так, мэм, я безумно тебе благодарен за эмоции. Я повторяю, что просто есть определенные вещи, которые я утрированно придумал на канале. И эти правила, они люминии. То есть мы не ругаемся матом, мы не оскорбляем, даже там, не знаю... Меня еблофаном можно называть, других людей с яблоками нет. Взаимное уважение, потому что сегодня у вас один смартфон, а завтра вы сами себя дураком назвали от того, что купили другой. Мнения меняются, ситуации меняются жизненные. Вот кто бы мне сказал, что я буду стримы проводить на каком-то маленьком канале относительно и с онлайном 87 человек. А провожу. То есть пришел тот момент, когда я и сам хочу, и мне интересно. И вам, я надеюсь, тоже. Все, увы, я убегаю. Зума, мы все равно были безумно рады тебя видеть. Саня, за 40 тысяч глобалки что взять? 13T или GT3? А GT3 это, я не понял. Это какое-то мракобесие. А где? А почему именно GT3? А почему в глобалке за 30 Redmi Note 13 Pro Plus не взять? Так, все везде разрешаю, конфим разрешаю. Ну, есть, вылетает. Ну вот что за лабутень? Кто мне посоветует, что с ним делать?
Ну, в общем, мы не пам-пам, CPU. Давайте CPU. Тротлинг. Вот что за лабутень? После тротлинг-теста минимального я вам включу обязательно результаты уже в Antutu. Ну, вы видели ее, их. 3D Mark я весь прогнал для вас. И все, разумеется, проводилось без чехла. Но вот вам головняк. Вот сходу с коробки смарт продается давно. Глобалка есть. И две самые ходовые игры. Genshin и PUBG New State. И вы не можете... Это не говорит о том, что какой плохой смартфон, что не установить PUBG New State. Это говорит о том, что вы не сможете какую-нибудь программу установить также, вы не сможете какую-нибудь игру установить. Глобалку я этого дела покупать однозначно не буду. Потому что я вижу, как здесь гуглы работают. Мне вот хватает. Вообще под самое не балуйся. Хотя других пока проблем я не видел. Ну, проблема в том, что я не согласен с DxOMark по поводу их мест, которые они, я не знаю, каким образом напихали всем. Я думаю, 30 минут хватит нам за глаза и за уши на слабеньком процессоре, этом Gen 3 все-таки самый такой. Видите, он сразу сказал, что до свидания, друг. Мы на это не подписывались, Александр. Такие, Саня, уходим. Уходим в уровень процессора в смартфоне за стоимостью, не знаю, там, $300. Вполне возможно, он решил отдохнуть по той причине, что у него мало заряда батареи и чего? И ничего, потому что я никакие штуки не включал. Могу в игры добавить его. Ну вот видите, он как-то восстановился. Яркость экрана все проверим по минимуму, чуть-чуть поиграем 15 минут и все, потому что я говорю, Honor это одна из тех категорий контор, даже контор, вы думаете, они мне не пишут? Они мне даже так же кружки эти посылали, еще, я вообще не понимаю, я не делаю, ну, я делаю обзор на Honor, но я их покупаю. То есть у меня нет с ними Friendly Fire, там, это какой-то дружбы. Friendly Fire чуть другое. Наверное, здесь и есть это Friendly Fire. Вот. Но они мне там кружку послали, чай, по-моему. Или чай не они. Я не стал это постить. Говорю, просто если вы думаете, что с блогерами только с теми, которые лояльны, хотят дружить. Нет, со всеми хотят дружить. Я им безумно благодарен. Но вот этот смартфон мне вообще не интересен в глобалке за эти деньги, потому что... Потому что что? Ну, хотя 76 тысяч китайская версия мне прям, да. Я за 86 покупал, 76 уже так ощущается так. Флагман с островом, Dynamic Island, все дела. Realme Стух, Realme просто у них кукуха съехала, я не знаю. В китайских версиях все норм, глобалки, ценники, ну а откуда они берут? Из воздуха. Вы видели этот процессор, который на 12 Pro стоит? Они мне тоже писали, я могу вам там спойлер, девушка у них теперь админ. Чего? Не-не-не, я купил, вот сейчас на Алишке на распродаже. Мое будет мнение абсолютно как-то обиженного, как хотите называйте, чувака, который потратил чертову тучу денег на устройство, которое бы в жизни не купил, если бы не был блогером. У них с процессором, ну, его цена, не знаю, этого смартфона, за то, что дедушка какой-то там его проектировал внешне, ты должен платить такие деньги. У Realme, у Redmi какая-то там кукуха плавает, там 30 тысяч, 35, ну там хотя бы что-то. У Realme ничего. У Realme такой офис такой, где вы нам еще срубить бабла в российском? Так они все равно китайцы нам пошлют, мы все равно тут разошлем, и народ купит. Не купит. Не купят. Покупатели становятся умнее с каждым днем. Я не знаю, на каких дурачков у них рассчитана ценовая политика того же Redmi Note 13 Pro Plus. Ой, 12 Pro Plus. Вы видели там железо внутри? За что? За что вы должны платить такие бабки? За что? Это на старте продаж. А сколько они будут в ритейле стоить, я вообще боюсь представить. Привет из Ферганы. С рук он не плюс. Ничего не понял. Сейчас 5 секунд. Воды возьму. Сушит меня. Сушит. Так. У меня кончено. Нет, не кончено. Во всяком случае, может быть, мы не будем ждать, чтобы он долго промучил бедный смартфон свою
великую ужасную процессорную штуку. Режим ультра не будем включать. Пусть он разрядится как раз, и увидите, как быстро он заряжается. Но я думаю, на 50% хватит, потому что там всего 18 минут, и мы как раз... Кондиционер работает, я в курсе. Вы не слышите шум? Я могу шумодав у микрофона отключить. Он прям лупит. Прям... Благодарка с Саней еще умней. Нет, люди... Вот, допустим, я... Почему, опять же, блогинг или еще что-то? Потому что, наверное, неважно, какие причины. Если вы получаете новые знания где-то, то это хорошее место. Вот. А если это еще экономит вам средств, какая разница причина? Причинно-следственные связи. Чат, Саня, актуален еще IQ Neo, IQ 11s? Да сейчас уже 12s выйдет. Наверное, актуален, если вам он нравится. Говорю, вот эти все темы из разряда актуален или нет, я-то как блогер рассуждаю, понимаете? Я вижу какую-то альтернативу за те же деньги. Neo 9, допустим, дешевле. Зачем вам 11s? Тот же IQ. Ну, то есть, видите, у меня сразу идет как в компьютер. Вы кидаете информацию, у меня почему такой ответ у этого вопроса? Почему так поставлен вообще вопрос? Почему не спросить, может, вместо 11s купить за 32 штуки Neo 9? И я скажу да. Покажи, как лупит кондей. Ну, я сейчас отключу тогда. Отключить шумодав. Раз, два, три. 5 секунд. Фильтры. Шумоподавление. Отрубил. Слышите? Шумоподавление я отрубил. По идее, вы должны слышать. Я все время забываю с лампы вот ту штуку снять. Это, если что, не радужная штука, это лейбл вот этой вот смога. Там не хватает цветов для того, чтобы меня оскорбить. Мне там уже в комментах кто-то писал. Вообще кукукнулись просто. У меня 2 детей. Все нормально. Не могу ничего плохого пиарить, запрещенного, потому что сам не интересуюсь. Так, и из профита с этого, по-моему, 0. Так, какой китайский телефон, по твоему мнению, на данный момент топ? Oppo, Vivo, Xiaomi. Oppo, Vivo, Xiaomi — это не телефоны, это бренды. Начнем с этого. Не зря вы пришли на этот канал. Смотрите, на основном канале много всяких штучек из разряда как выбрать смартфон и подобное. Смотрю с 13T и слушаю по наушнике Anker i3. Кстати, по поводу слушаю и смотрю. И наушников. Еще я сделал эксперимент. Видите, нам до этого накидывали в онлайн вечером. По сути, ребенок приходил со школы, который мне ботов пригонял в онлайне людей. А сейчас нас просто вот честные 111 человек, у которых в 13:31 по Москве, чему я очень рад, есть время для того, чтобы фоном включить стрим. Включи шумодав. Я об этом и говорю. Саня, благодаря тебе взял IQ Z 8X. Вообще тема. Если за нормальные деньги купил, я очень рад за тебя. 13T, кстати, вы купили на сейле, надеюсь. Жду 6 Pro за 75, но могу отказаться. Интересно, что взять. Плюс-минус за этот бюджет. Так много всего. За 75 можно S23 Ultra взять. Можно взять S24. Еще останется. Ярослав, я вам скажу так, что я могу снимать за 20 тысяч рублей вместе с ЖКХ. За сколько снимаю я, вам лучше не знать. Вот. Я повторяюсь, если у меня будет все плохо, я сообщу. Пока у меня все хорошо. Нет вещей, которые я не могу себе позволить из тех, что я бы хотел. Вот. Просто другой вопрос, что я ничего не хочу такого, как многие, знаете, рассуждают из разряда: если бы у меня была возможность взять все, что бы я делал. Вот, ну, я, разумеется, какую-нибудь там яхту огромную или здание купить не могу, но я этого и не хочу. Но единственное, я согласен вот с этими людьми, которые продают успех и счастье и успех, что если ты чего-то не хочешь, то это точно не получишь. Вот мне ни к селу, ни к городу, ни яхты, ни здания. И у меня этого и нет, и не будет никогда, потому что не хочу. А кто-то, кто хочет, тот сможет. Насчет Ярослав, повторяюсь, квартиры вы можете здесь снимать с бассейном за 20 тысяч рублей, если вы шарите.
свободно из ЖКХ в хорошем месте. Но для этого нужно иметь мозг, английский и еще раз мозг. Все рандомно. То есть у меня знакомая сейчас сняла в бизнес-классе, как и я, за 60 тысяч рублей очуменную видовую квартиру, не как у меня на залив, а там у нее получается и на залив, и на город. Вот. Ну, такой аналог в Москва-Сити с видом на соседнее здание, ну, будет 1170. Как бы так. Стрим средь бела дня. Кто-то имеет привычки слишком неожиданно. Ну, во-первых, давайте откровенно, что для кого-то это день, а для кого-то это вечер. У меня, допустим, 5:30, и очень много моих зрителей, 42% находится за пределами часового пояса МСК. Вот. Как бы так. Ну что, он еще не разрядился? А к чему это? Вам интересны все эти штуки про деньги? Ну вот, допустим, так же, как в Тай, через Пекин можно сейчас долететь с багажом за 38 тысяч. Периодами можно за 30. Я когда-то 2 года назад возил семью на отдых в Турцию на месяц. И вот там я оставил полхаты. Такой маленькой, но полквартиры за 45 дней. И вот это вот прям дичь. А здесь, да, реально можно отдохнуть за копейки, если ты шаришь. Ну а так все дешевле, чем в Москве и в Питере, это точно. Привет из Питера, Мови, привет. Но техника дороже. То есть много очень вещей, которые мне гонят с Москвы. Я там покупаю, мне посылают сюда. Или из Китая. Но в Китае тоже дороже. Я говорю, на Алишке дешевле всего получается. На Алихе сейчас, я вам скажу. Ну вот единственное, говорю, я еще не выбрал, где 14 ультра приобрести. 4 места у меня. Сегодня куплю точно. Саня, по телевизорам не планируешь обзоры делать? Они есть, и как бы вам сформулировать? Про телеки это довольно специфичная история, тебе надо идти в магазин. Потому что посмотри обзоры на YouTube, и так оно и есть. Кому-то, большинству 8 бит плюс FRC лучше будет, чем 10 бит. Ну, то есть вот такая вот она, к сожалению, история, что очень многие яркие, ядовитые цвета, как, допустим, на телефонах. Многим нравятся не натуральные цвета, а ядовитые. В Ленинграде обед. Как ни назови, великолепный город. Но я бы лучше сгорел в Москве. Хотя никогда там не жил. Нет, жил месяца 3. Но это не считается. Саня, привет. Алекс, привет. Всем огромное спасибо, что зашли. Не забывайте прожать лайк, не забывайте подписаться, потому что пока динамика проекта показывает, что стримы мои не нужны. Сань, какой сейчас смартфон по камерам можно сравнить с айфоном или который лучше снимает? Вот этот. Я сейчас второй уже обзор на S24 Ultra снимаю в 120 FPS. Хотя, опять же, вот с Игорем мы еще не решили, на что я буду снимать. Он снимает на iPhone 15 Pro и пока оптику еще не использует дополнительную. Вот, и телеки, да, нужно идти и смотреть, и танцевать от того, будет ли у тебя приставка, какими сервисами ты пользуешься. Оно в одном тормозит, в другом нет, они так железо грамотно распределяют, что ты очумеешь. И, разумеется, необходимо смотреть для чего тебе. Если тебе для 120 FPS на плойке, это одна история. Там надо смотреть HDMI, чтобы работал с этим делом. В общем, с одной стороны это сложно, с другой стороны там все очень просто. Это даже не смарты. Саня делает плохо обзоры на все, кроме смартфонов. Sunway. Спасибо большое за вашу информацию. Вы теперь забанены у меня. Больше не приходите. Так, в Тае улыбнулся, уже скидка. Страна улыбок. Не-не-не. Ну, страна улыбок это точно. Хотя мне уже, наверное, привычно. Дальше. Какой смарт сейчас по камерам можно сравнить с айфоном или который лучше снимает? И уже ответил. Банановые блинчики дорого. 50 бат это 140 рублей за блинчик с бананом.
Пока... Так пока не подпишешься, писать в чат нельзя. Еще и потому онлайн не сильно высок. Да нет, 100 человек в онлайне это прям за глаза. Я говорю про подписчиков, потому что 10%, ну, в общем, в целом, так себе похвала была про обзоры. Ярослав, этот человек уже улетел. Какая разница? То, что я 3 года из 6 лет первых, 3 года не делал, в принципе, на смартфоны обзоры, человека не трогало. И набрал свои первые 300 тысяч подписчиков как раз без смартфонов вообще. На плойке нет 120 FPS. С чего? Марк Твен. PlayStation 5 как-то нет 120 FPS. Может 60 FPS я Есть тот 120 FPS, чего нету-то? Можно, притом их игр раз, два, три, больше 20 штук. Кто там умный? Дети. Погугли. Liberty 3 Pro за 8000 норм. Ты примерял? Думаешь, свежий топ планшетов снять до 30-ки для танков Lenovo Y700 2023? Вот. Прожарки не было, Константин. Это новый проект. Если люди будут подписываться, то я буду продолжать и буду делать прожарки смартфонов всех. И если люди не будут подписываться, я их прожаривать не буду, соответственно. И скоро будет OnePlus 12. Глобалка на прожарке. И OnePlus 12R. Ну, это, разумеется, глобалка Ace 3, который мне вышел в 30 тысяч рублей. Николай Хромов, и я вас категорически приветствую. Откуда это категорически пошло, интересно? Я очень надеюсь, что ни одного из политических блогеров. Привет, спасибо за труды, помоги с выбором. Насчет S23 Ultra подумываю, есть ли какие-то альтернативы. Да подождите, S24 будет в те же деньги, плюс-минус, скоро. От MIUI воротит? Ну вот, Honor Magic 6 Pro. Потом будете рассказывать, что у вас смартфон лучший по видеосъемке из DxOMark. Вы сначала определите потребность, потому что когда вы пишете S23 Ultra, я понимаю, что вам нужен стик. То есть, если нет, то нет. FPS, в PS5 режим производительности кадров, режим качества 30 кадров. Red Fox, ну, тебе скинуть? Для этого HDMI 2.1 и есть. Сейчас, наверное. Нет, почему? Есть. HDMI 2.1. Так а почему нет? Ладно, про это уже будет другая история. Мы сейчас про Honor Magic 6 рассуждаем. Так, что с Honor? Magic 6 Pro. Смарт толстенький, 9 миллиметров, но опять же это без блока камер. Давайте, пока он мучается. Уже 20 минут отработал на последних процентах. Вообще нормальная картина, только гипсов мало. Картина вообще норм, только гипсов очень мало для этого процессора. 13,9 миллиметра. Я просто сейчас посмотрел рекламу и такие 8,9 миллиметра толщина. Ну, во-первых, 9,1 и во-вторых, вообще его толщина 13,8. Смотрите, как по-разному. Ёшки. Все, слетело все. Все пропало. Ладно, еще разок. Еще разок, он как раз у нас разрядится в нули, да? Давайте я покажу батарею. Что же, вот довыделывался, да? Хотел как лучше, получилось как всегда. Давайте пока он у нас еще живой. Где мой фонарик? Фонарика нет.
Каждый раз я готовлю все к стриму, и каждый раз не все готово. Что стримов очень много. Так, автояркость. Все видят автояркость. Я чуть-чуть увеличу изображение для вас. И понеслась. Автояркость. Автояркость какая-то странная здесь. На фонарик он не реагирует. Пока. Во, начал реагировать. Но опять же, он после, наверное, тротлинг теста. Давайте не будем мы его мучить так. Автояркость убираем, просто включаем максималку. 700 люксов запомнили. Все равно, когда будем играть, проверим еще. И размер изображения. Понятно. Разрешение, цвет, спящий режим, разрешение высокое. Умное разрешение нам не надо. По шиму. По шиму 14%. Как-то многовато для 100. 17. 20. Хорошо. 18. И в нуле тоже. То есть шим не прыгает. Пока двигаешь, конечно, есть, но сразу DC-диминг врубается. 18. На максималке 15%. И яркость очень скромная какая-то. Очень скромная яркость. Будем надеяться, что причина в том, что ему просто плохо чуть-чуть. Батарея. Производительный режим. Включим. Процент заряда. Снаружи. Умная зарядка. Отключим. Умная емкость. Отключим. Максимально есть. Все. Пам-пам. Видите, беспроводную зарядку можно для других устройств включить. 3% у нас. И можно догнать, знаете как, грамотно, в Wreckfest скачать. И все. Лайфхак. Качаем в Wreckfest, он пока качает, будет разряжаться. Так, 5 секунд. Я просто увидел спеки рекламы и думаю, да почему он вроде не 8 миллиметров. Это смотря, как говорится, как показать, да, формулировочку сделать. Всякие Magic Portals. Кстати, беспроводная зарядка у меня на 100 Вт. А в рекламе почему-то 80. Может быть, это для глобальной версии 80? Подскажите мне, пожалуйста. В глобале они чего, меньше зарядку положили, что ли? Очумели? 13 Pro, да, будет лучше, чем Samsung S20, S10. По-моему, почти все будет лучше, чем Samsung S10. Очень древненький смартфон. Мне уже стало холодно. Пардон, как говорится. Так, отключил я кондиционер. А музыку я, кстати, не включил сегодня. Почему мне никто не напомнил? Почему? Старожилы. Universal, ты пришел? Где помощь? Напутствие. Внимание, критический уровень. За 3%? Серьезно? Откуда у тебя там критический уровень через 60 секунд? Да ладно. А ну... То есть 3% у нас улетают просто за милую душу. Моментально. Или нет? Как говорится, опытным путем все. Опытом его опытом. Мошенники, вакансии. Чего только мне не присылают в почту. Так, музыка онлайн. Хип-хоп. И за эту музыку не прилетает ничего. Лаунж. Я, кстати, когда у меня совсем крышка ехала по молодости, знаете, что я делал? Я включал классику. Там Four Seasons или что-то подобное, и все. И
планка шуршала намного лучше. Так, игровые режимы. Спасибо большое. Вы бы мне еще дали возможность PUBG New State скачать бы. Было бы вообще волшебно все. Ай, не успел. У меня было на канале 444 450 подписчиков сейчас. Хотел 444 440 тысяч, 4000 подписчиков. Не верьте ютуберам, которые говорят, что не следят за статистикой. Следят все. Ага, в глобалке он без кабеля зарядки. Ну, отлично. Я почему-то не удивлен. Почему, интересно, я не удивлен, да? Так. 6 Pro хорош, UFS 4.0 стандарт, да он не только там. Музыка не помогает. Мы тут не ради музыки. Да я понимаю, но все равно. А Blackview, серьезно, ну нет, ненормально. Можно купить Mi Pad любой старый или накопить на iPad на 5 лет, на 6, на 7. В Сибири у меня тоже 1735. Да, у меня уже в 1749. Насколько она оптимизирована, опять же, без использования гуглов, норм все. А так, сертификаты, видите, отсутствуют. Выбрал 3 варианта. Poco X6 Pro, Xiaomi 13T и Pixel 7. Дороже не могу. Но вы понимаете, что у вас разброс просто капитально. От 24 тысяч рублей до 40. Если у вас есть выбор среди этих трех устройств, по камере, это точно не X6 Pro. По экрану это точно не Pixel. И по тормозам. Я бы взял 13T. Но опять же, я не знаю, когда там сейлы на него, я не подскажу. Вообще никак. То есть надо смотреть, когда будут распродажи, и оттуда танцевать. Пять секунд. Уже почти в нули ушли. Ну, как говорится, почти не считается, да? Сейлы обещали в марте. Что конкретно будет, неизвестно. Тут все зависит от курса. Больше не от сейла. И все. Как всегда. Как всегда, все зависит от курса. И, видите, он долго держит. То есть он предупреждал, что через 30 секунд вырубится, но нет. Я не считаю, Исаев, что Pixel 7 лучше будет в плане повседнева. Скорее нет, чем да. Так, здесь мне интересно, на последнем проценте мы 60 FPS выставим, и все. И все. Параметры. Макс. Все. При 60 FPS этот последний процент улетит на ура. Хотя, видите, он даже не уходит в тормоза какие-то лютые. То есть в Wreckfest можно играть даже на последнем проценте. И нули. Чего там с нулями у нас? Что еще скачать? Какие еще игрухи? Можно не игрухи даже, а... Ладно. HW Info надо качать по-любому.
Honor игры. Ладно. Так, Workfest скачали. PUBG New State не устанавливается. Call of Duty, кстати. Он может тоже установиться, может нет. Это Sony Z10E. Но она через, во-первых, с фиксой оптика. И, во-вторых, и одна, и вторая, их две. Вот. Ну, а вторая штатная. И вторую я пытался подключить через... Угриновский, получается, бродкаст, карту захвата, но она не отработала. То есть угриновская карта захвата не работает. Это печально, но факт, как говорится. Вот. Подскажи запись разговоров в коробке Honor 6 Pro. Мы сейчас проверим. По-моему, нету. С чего? А с чего она будет? В глобалке не будет, а в китайской версии, наверное, будет. Но не факт. Но не факт. А почему я HD не качаю? Ну ладно. Когда будет 500, банкет закатишь. Когда будет 500 что? Нет, в онлайне мне 500 не надо. Я говорю про подписчиков, количество подписчиков. В онлайне 100 человек для подобного стрима — это очень большая цифра. Для каналов 2000 подписчиков. Запись есть. Onyx, у вас 6 Pro на руках? Mediatek, камера 707 со слабой апертурой. Исаев, Pixel 7 по камере более приоритетный, но Pixel 7 для использования менее приоритетный. Вот и все. И стоимость у них... Подожди, а Pixel 7 сколько сейчас стоит? Он не 40 стоит так же? По идее он 40 должен стоить. Но не факт. Accept. InFB. Запрещенная штука. Все синие штуки, что вы видите, запрещены. Так. Грузит. Разрешить. Enable. Так. И надо что-нибудь скачать. Графику. Ну вот смотрите, если выставлять графику на максимум, фреймрейт будет просто такой. Так. Ну и в принципе все. Вообще какой-то живучий оказывается. Видите, смарт на последнем проценте. Очень даже хорошо. Так, и все, наверное. А, вот загрузка. Можно загрузить все дела. Как раз еще подразрядиться. У меня на руках 5 Ultimate, пару дней был и 6 Pro. А пару дней был и 6 Pro. Какой посоветуешь телефон? У тебя была проблема с установкой? Что ты посоветуешь для установки New State, PUBG New State? Или бесперспективняк мучиться? Или люди, которые покупают Honor, в игры не играют? S23 стилус не важен, просто разница в цене. В S23 Plus незначительно важны камеры. Сравнивал свой OnePlus 7 с S23 обычным и слегка мой уступает. Сейчас выхожу в соцсети, а YouTube, Insta. Ну, возьми ты пиксель тогда. Мне кажется, пиксели реально очень выгодно приобрести. Вообще живущий. Вы посмотрите, на 3% мы его мучаем, черт знает сколько. Да, просто он говорил, что через 30 секунд он отрубится в 3% оставшихся, но вы видите, что нет. И я хочу сказать, что это один из самых быстро заряжаемых смартфонов. Он с нуля до
первого процента, по-моему, за 30 секунд у меня заряжался. Либо я чего-то не понял. Конкретно в PUBG не играю. Рейсер, ну, разумеется, его не установить. Я спрашиваю, что вдруг ты знаешь, как его установить. Не для игроков PUBG, ладно. Не в PUBG New State. PUBG обычно установился. Я не, Александр, не разбираюсь в курс гривны. Вот честно, вы пишите либо в долларах, либо в рублях. А Нубия вообще по мне всегда плохо. И, наверное, Z60 Ultra или Z60. Да, Honor в целом хороши, но цена, судя по анонсу, нереальная. Да, ну почему 75 тысяч рублей на Алишке более чем реальная цена? Вот как бы там, да, там какая-то... Так, а чего он не качает? Саня, привет. Планируешь обзор на часы Паласа новые? OnePlus 2, да. Но вопрос дня. Вопрос дня. Сколько они будут стоить? Есть они на Алишке уже? Если есть на Алишке, скиньте мне, пожалуйста. Я подумаю. Верните в будущее изогнутых смартфонов. Но это изогнутый смарт. 4 гривны 10 рублей. Лучше в долларах. Гривна 2,5 рубля где-то. Не, это трындец как дорого. 50. Если это Z60 Ultra, то норм. А нет, я молчал. Как звук пропал? 5 секунд. Звук есть. Я просто молчал. Вы ощущаете, что вот эта вот тема, она получается... он по очереди качает, видите? Он вообще не разряжаемый. Сколько мы уже сидим? Вообще не разряжаемый смарт. Никак его не разрядить. Исаев, напишите, пожалуйста, звук исчез или нет. Не забывайте прожать лайк все, кто пришли. Понятно, что это долго и мучительно, зато вы видите на примере реально, что смарт очень-очень-очень долго разряжается. Honor отпочковался от Huawei. Да ничего. Ничего не отпочковалось. На 20 секунд пропадал. Нет, я просто молчал. Ничего не пропадало. Я вообще чумею. Почему так живучий? Так, это на последнем проценте он, прикиньте, творит чудеса какие-то. Это еще в производительном режиме. Лабутень. На YouTube звук в порядке. Ну, я про YouTube и говорю. Когда будет 500 тысяч банкет закатишь? Да нет, я просто знаю, когда это будет, через 10 месяцев.
Моя статистика одномерна. Если дотяну до полумиллиона подписчиков, круто. 9 месяцев. 9 месяцев плюс февраль. Как раз на Новый год примерно, плюс-минус. А чего с камерой-то происходит, интересно? Magic 6 Pro с чем можно сравнить? Ну, я не знаю. Наверное, ни с чем, потому что сами по себе смарты от Huawei, они и Honor, они самобытные. То есть где-то есть лучше, где-то хуже. Я, кстати, в эту игру не играл вообще. Статистику все, опять же, в обзоре смотрел сравнение iPhone и Galaxy, сели, а Magic 6 Pro пришлось еще 1,5 часа играть, гонять, чтобы разрядить. Ну, вот так. Он очень тяжело разряжается. Очень мучительно. Очень долго и мучительно. Самое интересное, аккаунт у меня одинаковый. А, по-моему, я, по сути, устанавливал. Я просто хочу очень установить игруху, чтобы она устанавливалась, чтобы мы его разрядили. Потому что как ты качаешь, когда что-то наподобие Геншина, оно разряжает смартфон очень долго. Точнее, очень быстро, по идее. Но в этом случае почему-то у нас разряд происходит очень долго. Это хорошо. То есть очень живучий смарт по зарядке. И 5 секунд. Качается. Все. Я думаю, всего 2 гигабайта. Ну да, это не 30 гигабайт. Но все равно он должен, по идее, быстро. На анонсе Honor 57 5700, Oppo 7 Ultra 6000. Можно сравнивать, Honor будет больно. Да не факт. Рамзес не будет. Вот не будет, потому что, я говорю, я часто скидываю свою статистику, 6000 в месяц, все. Все. Я не делаю шорцы. Если делать шорцы, то у тебя быстрее будет. Там рано или поздно они будут залетать, канал большой, люди будут подписываться. Но мне нет времени, потому что я выбираю среди тестов. И, то есть у меня выбор всегда. Девайсы или шорцы. Шорцы это тоже время. Алексей, я не знаю, что там. Почему на 12 Pro Plus она завысила? Ну, так они считают, что вот так дорого. Так, в Magic 6 Pro что-то долго же вообще как-то нереально живет. Я говорю, я уже не знаю, что качать. Перезапуск игры. И будет прикольно, если он не зайдет в итоге. Выйти. Сейчас попробуем еще разок.
Саня, когда будет на смарт этот обзор? Завтра? Я его уже поперегонял под самые не балуйся, вот просто. Яркость в данный момент, все, он... А, нет, не вылетел. Проверка данных. А, он просто не грузит. Ну, подождем. О, все, началось. Загрузить полный пакет ресурсов. Подтвердить. Все. Во, вот теперь мы его разрядим 100%. Я, кстати, сейчас проверю, да, насчет Realme. Потому что я покупал вчера. Я покупал вчера, но он мне вышел в 14 тысяч на 2,7. Короче, в 42. Сегодня... А, сегодня он уже 39, видите? То есть сегодня еще дешевле. 37 уже 700. Нет, стало дешевле. 37 700 это уже лучше. Уже прям лучше. Я считаю, что все равно какая-то общая коллективная мысля по поводу покупки, она помогает. Вот, 37 700, а OnePlus 12R сколько? Ой, обычный, точнее, как меня вот эти OnePlus и Realme, они могут нейминг какой-то человеческий сделать, они уже задолбали. Realme 12 Pro, кстати, не сбросили ценник. Realme 12 Pro, а нет, уже 28 874. Уже нормально, уже нормально. Уже еще чуть-чуть, и вот 26 это можно брать. Хотя все равно вот этот вот 6 Gen 1, психологическая отметка пройдена. 28 874. Так, все, понеслась штатная оноровская зарядка. В режиме онлайна мы это все дело будем тестировать. Старт, пам-пам. Вот у меня, если что, секундомер. Наверное, на другом смарте надо. На S24 Ultra. Или нет, давайте на S24 обычном. 5 секунд. 20 секунд уже прошло. Но я хочу отметить 20 секунд, и он уже врубился. Все. То есть через 30 секунд мы имеем уже включенный телефон. Мне еще обнова прилетела на S24. А кто написал, что у них завышенная цена? Вы извините, что отвлекаюсь, но прям ценник вообще норм стал. Привет из Удмуртии. Алексей, вам привет. 6 ген норм прод, с чего ты? Почему 6 ген 1? Ну, лучше, чем 7220 ультра, наверное. Сейчас проверим. Я и просто не помню, что это. А что я на нем тестировал? Я прям не помню, что мы на нем тестировали.
Да нет, Dimensity рвет. Какой он норм? 500 тысяч баллов в Antutu за 28 тысяч рублей. 28 тысяч рублей – это китайская версия Redmi Note 13 Pro Plus. Ну, ну вот так. То есть это такой довольно сомнительный вопрос, конечно. Но он, смотрите, с нуля не сдергивается уже минуту. Вот он, последний процент, сколько он заряжается. Но запускает он смартфон сразу. Это очень круто. Колда. Давайте мы вот сейчас зарядим его хоть чуть-чуть, потому что пока он не сдергивается, нам надо хотя бы минут 20. Сколько у меня за окном? Всегда 34. Ну, сейчас может быть уже 45, не знаю, плюс-минус. Плюс, конечно, 37. Я свое прожил на Крайнем Севере, я провел суммарно за свою жизнь 9 плюс 12. 19 лет за полярным кругом. Это там, где у нас нет озонового слоя, много радиации. И еще 2 года в приравненных. И, разумеется, в Питере. Сколько там? 5, 10. И в Волгограде, в котором было плюс 40. Вообще какой-то хаос все время. Но это не важно. Яркость, шим мы ждем. Мы ждем, чтобы он сдернулся. Подождите, вы видите, первый процент, он пытается зарядить уже 3 минуты. Вот он, все, 3 минуты, 4 минуты ровно. 4 минуты ровно. IQ Z8X на этом проце. Красава. Разница в том, что IQ Z8X, я сейчас тебе скажу, за какие деньги в рублях. Вот сейчас Realme 12 Pro Plus стоит 28 тысяч рублей, а Z8X продавался за 14 тысяч рублей. То есть, чтобы ты понимал, в 2 раза дороже. Смарт в 2 раза, мать его за ногу, дороже. А сейчас он стоит 13 800. Я сейчас даже запостю. Я сейчас даже, вот, ну, как бы меня бомбит не просто так, я тебе говорю, правильно, я неправильный блогер, я танцую от покупки, И я не знаю, я считаю, что я правильно танцую от покупки, потому что я всегда любил много всяких вещей, я люблю железки. Я считаю, что я имею право, если я покупаю, танцевать от стоимости. Пусть все остальные танцуют от того, что он красивый, эмоции. Как меня прям, я вот даже когда думаю об этом, вот эти фразы эмоции, меня так они бесят вообще. Какие к черту эмоции, когда ты покупаешь железку, платишь свои кровные, и ты можешь лучше питаться, можешь купить что-то детям, любимой жене, вещи какие-то, потратить на отдых, на travel, там на что угодно. Но ты идешь и отдаешь за смартфон. Конечно, он должен соответствовать. Пять секунд. $13 853 рубля.
А проц точно такой же. Как и в 12 Pro. Ну, это чтобы люди ощутили. Спасибо, что напомнили. 13800. 13800. Или 28. 13800 или 28. Это такой... Откуда? Имею право обезьянничать. Я и то, и другое покупал также. 6%. 6 минут. По проценту в минуту. В минуту. Красава, спасибо. Вот для этого я стримы и делаю, видите? То есть и сейчас одновременно со стримом еще 15 человек увидят, что Realme... У меня сразу идет пост Realme на покупку за 12 Pro за 28 800. И после этого 13 800 ощутили. Опечаточки везде мои. Привет из Северной Пальмиры. Вам тоже привет. Надеюсь, что вы отлично проводите время в Северной Пальмире. Да, блогерство ты был в бизнесе? Кладов, я не знаю. А кто у нас не был в бизнесе вообще? Все были. Просто я говорю, попомните мои слова, только вчера с Владимиром говорили, что чаще всего люди, у которых все хорошо, они максимум скажут все хорошо, но не будут рассказывать вам насколько. Вот. Почему в 90-е носили золотые цепочки и все остальное, у меня отец также носил, потому что в случае какого-нибудь ЧП ты все с себя срывал и отдавал, и тебе никто ничего не делал. Я таких историй очень много слышал. А сейчас, мне кажется, вы можете определить, что у человека все более-менее нормально, если он вам не рассказывает, как вам жить и куда вкладывать деньги. Вот если вам рассказывают, куда вкладывать деньги, как жить и как успешно, и не говорят при этом просто работай, 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 еще раз работай, значит, тебя обманывают. Исаев, я всегда в бизнесе, в том или ином. Бизнес — это даже если ты благополучным образом улицы метешь, и в этом ничего зазорного нет, и зарабатывать на этом можно очень даже неплохо. И это тоже дело. Бизнес переводится по-английски как? Это дело. Вот видите, я всякие штуки такие понакупил, чтобы сделать шорты. Типа топ-10 вещей для того, чтобы деградироваться. Но мне как-то нет времени. Ой, еще одна пришла, кстати, штуковина. С какими-то интересными еще кругляшками. Так. Не зря я ножи маленькие купил. Куда скинул пост про Z8X? Сейчас 5 секунд. У меня же есть ТГ скидок, и это моя маленькая гордость, потому что это ТГ с нулевой рекламой. 0. То есть все ТГ скидок закидывают, покупают рекламу, вот, и все. Я рекламу никогда не покупал. Ух ты, ё! Все, хана ему. Хана. Вот так вот половина, наверное, моих игрушек. Все, жесть. Была игрушка, нет игрушки теперь. Вот такая вот штука. Только я не понимаю, в чем здесь прикол был, но я уже потерял все кругляшки. То есть это тоже антистресс, типа. Такая вот штука. Подшипник буду искать. И вот вместо них вот такие, вместо металлических, пластиковые. Не знаю, в чем смысл. Но, скорее всего, я уже и не знаю. Уже и не узнаю. Потому что они все разлетелись. Ладно, лайк за работу. Алексей, да, спасибо. А вам огромное спасибо. Ну, в каком-то смысле, может быть, это и работа, говорю, потому что от того, что я стрим сейчас делаю, мне ни тепло, ни холодно. 11-15%. Но мне интересно, я думаю, вам тоже. Наверное, формулирую так. Правильно? Если вы пришли. Значит, вам сломал. Да, я все время все ломаю.
Ладно, потом разберусь. Может быть, а может быть нет, неважно это уже. Ну так, конечно, обломно. Подскажите, какой уровень процессора сейчас приравнен к Kirin 890? Пам-пам. Я даже не помню его, чтобы вам сказать. Аналоги. Так вы же можете так же вбить, как и я, в YouTube. Аналоги. Точнее, не в YouTube, а в Гугле. 685 это вообще... 855 это мракобесие. 8020, ну это очень слабый процессор, значит. Да, если с 8020 сравнивать, он все равно... Dimensity его рвет. Прям конкретно. И 5 секунд. Что у нас уже? У нас уже 20% за 13 минут. Я не понимаю, почему так долго, но опять же мы помним, что 6% он набирал 6 минут. Так, стрим потерял. Мы чуть-чуть поиграем, я покажу вам камеру и все. Nubia Music, я не знаю, что это такое. Я знаю, что Nubia у меня вот мертвая лежит там, и никто ее ремонтировать не берется. Universal, да, опять прислали брак, нечего мне покупать брак. Не-не-не, нормально, кстати, он заряжается. 20% 13 минут. Но как-то у меня прошлый раз он быстрее заряжался, 5 секунд. Я его уже гонял. То есть, если в этот раз я к стриму готов. То есть, в прошлый раз 13 минут, 20%. 20%. В прошлый раз он за 20 минут дал мне 69%, и я что-то не понял. Может быть, я с нуля его не сдергивал? Но я сдергивал. Очень странные дела. Очень странные дела. Ну ладно. Как говорится, все бывает, так сказать. Но дела все равно странные. Прокомментируй, пожалуйста, последнюю типа инсайдерскую информацию о том, что в Huawei P70 Pro будут установлены 2-дюймовых сенсора 989. Это возможно? Ты веришь? Ну, почему нет? Смарты уже огромные, почему нет? Да, но я также верю, что размер здесь не особо имеет всегда значение. Почему? Потому что у вас есть смартфон, есть помимо этого программное обеспечение, и помимо программного обеспечения у этого великолепного смартфона есть еще и процессор. И вывезет ли процессор с программным обеспечением, то, что они туда запихают два модуля? Может, телефон разогрелся и заряжается не быстро из-за этого. Ну, начнем с того, что он без чехла, закончим тем, что он вообще не разогретый. Сейчас я вам включу, покажу температуру. Я говорю, я ко всему готов и показать, что все good тоже. 35 градусов, серьезно, он горячий, по-вашему? И здесь 35. Он не горячий вообще. Воротник, стойка, рубашки — это Zara. Это все Zara и Uniqlo. То есть два таких подхода. Ну почему на Поко нет еще сейлов каких-нибудь лютых? Где они?
Где сейлы на Поко? Так, подождите, сейчас еще скажу, что я его неправильно, не той стороной заряжаю. Я говорю, вы пытаетесь, вот смотрите, вы говорили по телефону, играли, он у вас разрядился, вы ставите его на зарядку, или вы ждете, чтобы он остыл, кидаете его в морозилку, или как? Вот как, по-вашему, это должно происходить? В чем схема? Расскажите мне, пожалуйста. Ничего личного, но вот в чем ваша идея конкретно? Какие еще смарты вам интересно? Что еще приобрести? Давайте, советуйте. Насоветуйте, и я, может быть, возьму еще чего-нибудь интересного. Что думаешь о Xiaomi 14 Ultra? Я думаю, что Xiaomi, у них все время замах на рубль, а удар на копейку. Почему? Потому что очень часто я вижу плохую кодировку. И в каком-то смысле она не очень плохая, окей, там можно сказать, что у них ничего с камерой. Но когда ты начинаешь сравнивать ее, тебе уже кажется, что происходит какая-то дичь. Так, 31%. Почему-то у меня не получается тот же заряд, что я его тестировал до этого. Я не буду искать причины, это его проблема. Вот. 5 секунд. Все. iQOO Neo 9 смысл есть сейчас брать, а почему нет? Вы знаете какой-то более оптимизированный смартфон на 8 Gen 2? Ну, то есть у них проц реально очуменный. Так, а вот в этот раз уже, видите, он заряжается долго, прям очень. Очень странные дела. Ну ладно. Я еще прогоню его полный разряд, полный заряд, потом даже запишу, поставлю записываться и скину потом в свою телегу. Meizu 21 Pro нет в продаже еще, как я его куплю? Как же опечален, интересный ценник в $1000 за Xiaomi. Вот по всем спекам телефон подходит, но за такие деньги нет уж увольте. Ну а что делать? Что нового купил? Денис, я уже рассказывал, что могу повториться. Redmi все, ой, Realme все. Вчера, к сожалению. Сегодня они уже дешевле, я сейчас проверю. Мне кажется, что они дешевле стали. Может, отменить успею? Да нет, для меня дешевле они не стали. Также. А нет, вот здесь, кстати, скидки вообще отменили. Ха! Я еще успел купить его. У меня вот 16 тысяч, это 27. Да, 43. Новые будущие Vivo в районе 200-300 долларов. Они не нужны никому. И потом их не продашь. Может быть потом, если будет совсем все плохо. Я Oppo K11 не купил, может быть куплю потом, когда начнется распродажа. Но он меня тоже не особо дико интересует, я вам скажу честно. 20 минут 37%, это как-то мрачно. Это как-то мрачно. Мы разочаруем тех, кто пришли потом в записи смотреть. Они скажут, чего? Ради чего вы сидели вообще там? А до этого у меня 20 минут было 69%. Вы ощущаете? М.
Офигандр, мы говорим про смартфон за 13 тысяч рублей и потом про смартфон за 19 тысяч рублей. Вы понимаете, что разница 50%? Лучше, дороже на 50%. Я корректно вам ответил? Максимально? Корректнее, мне кажется, некуда. Телефон ничего не скачивает, нет. Он сейчас скачивает? Нет, он, видите, он даже у меня был в оперативке, но он не скачивал ничего. То есть этот он не скачивает. Call of Duty не скачивает, тоже был в оперативке, но ничего он не делал. Он выгружен уже. Но он на паузе стоял. Не качает, не качает. Wreckfast не качает. Но то, что вы хотите сказать, что он в оперативе, все эти дела были, они что-то с ним происходило от этого? Он не может так быстро разряжаться. Может быть, знаете, почему он быстрее разряжается? Что здесь некорректный перевод, и в батарее, которая отключил вот эту вот штуку, другие настройки, умную зарядку. Может, умная зарядка как раз ускоряет, а не замедляет. Я потом проверю. Зачем Vivo продавать? А потом они у вас заканчивают и самоуничтожаются или как? Что с ними потом происходит? Расскажите? Очень мне интересна дальнейшая судьба ваших смартфонов, если вы просто используете и все. У вас же она какая-то есть, эта судьбинушка? Это я без сарказма говорю, я серьезно спрашиваю. Кстати, Poco X6 Pro стал дешевле. Значительно. Как говорится, печально, но факт. Ну или не печально. $25 500, $25 200. Ну что у нас там? Даже 50% еще нет. Конечно, печально. Конечно, это не 24, но 25 200 тоже неплохо. Хотя, может быть, у кого-то и будет ниже. Говорю, у кого, кто-нибудь заметил, что у всех разная стоимость, разная цена девайсов в Алихе? Я вообще не понимаю этой темы. То есть ты на один аккаунт заходишь, у тебя одна цена, на другой аккаунт заходишь, у тебя другая цена. Понятия не имею, что с этим делать, но что-то делать надо. Притом я у них спрашивал, почему такая тема, и, ну, они не говорят. Так, что-то у меня 50% за 26 минут. Как-то очень долго. Но мне кажется, вторые 50 будет быстрее. Хотя не факт. $25 200. Я, по-моему, 24 нижний ценник видел, да?
К слову, 13Т стал 35. 13Т 35, и это уже неплохо. Потому что он был 36 900. И это прям вау. Кто там 13Т собирался брать? Зеленый, правда, только. Но все равно норм. Сколько 13C в глобале? 13T, Xiaomi 13T в глобале? 51%, 26 минут. 26 минут норм. Человек, который собирался брать 13T, я сейчас тебе отправлю ссыль на него. За 35 вообще норм. Я не помню, чтобы дешевле был. Был дешевле? 13T. Нет, не помню, не было. Не помню, чтобы был дешевле. 36 был. Вообще норм. Что перезагрузить кладов? Я не собираюсь каким-то образом тестировать устройство так, как я не делаю. Чем чем ему помочь? Друг у Перекупов купил за 30 тысяч 12512. Да, прям норм. Исаев, с иностранного ака заходишь на Али, море предложений, да, но проблема в том, что когда ты заходишь с иностранного ака, у тебя ценник выше. Но я здесь покупаю с Алишки девайса. Все, что вы видите в глобале, реально дешевле сейчас, чем в России. Чем где-либо, даже с промокодами, с купонами и остальной лабутенью. То есть дешевле просто тупо нету. Нигде. И все. Но мне кажется, что обычно так происходит, если он не включил. Быстрая зарядка просто. Просто указано быстро. Ну давайте еще раз. То есть он не включил супер быструю и все. Ага. Все. Что за... А зачем 100-ваттная зарядка тогда, если он при 80 заряжается? Все, вы нашли причину. Спасибо. Famicom, вы понимаете, что ну вот это вот почему я, как пользователь, должен думать, почему он не заряжается быстро? Почему он не может просто заряжаться быстро? Все, сейчас мы подождем, посмотрим, за сколько он зарядится. Спасибо большое. Но вы прикиньте, вам нужно покупать смарт за 1000 евро, 1200 евро. И потом такие, надо еще вот это. Вот для чего нужны стримы. А я бы так забивал себе голову. Здорово, стрим интересно. Спасибо, CZXCV. Мы выяснили, почему у нас смарт говорит до свидули. Через какое время цена на новинку становится адекватной? Когда выходит следующая новинка, и он становится уже не актуальным. Очень часто, к сожалению. Матрица по-разному прыгает. Притом так интересно, вроде все стало дешевле, а Oppo Find X6 Pro стал дороже. Такая вот лабутень. Так, ну что, я не вижу смысла дальше его мучить, правильно? Я заряжу по фэншую с активацией зарядки. Но получается, нужно будет отключать, подключать его. Днем народа не больше, просто мне сейчас комфортно было вот сейчас стрим завести и все. Имею право. Мой канал, правильно? Предыдущая линейка не подешевела после выхода S24.
Подешевело. Вы просто не там смотрите. И еще не так много времени прошло. Подождите. 5К Samsung А54. Так. Realme Buds 5 Pro или OnePlus Buds 3 или еще что. Марк, а все зависит от того, какой у вас смартфон. iPhone вообще смысл есть покупать, если нет второго андроида? Смысла нет покупать. Не знаю. Не знаю, пока я еще говорю, я пытаюсь перейти на S24 Ultra. Это безумно большой, неудобный смартфон. Но с 4К 120 FPS меня сильно просто радует. И еще радует переключение камеры адекватное. Вот. Я думаю, до 60% мы догоним и от этого начнем танцевать. Вы согласны? Взял себе айку. Сергей, спасибо большое, что вы проинформировали меня о площадке, которая у меня не упоминается, потому что там нет возврата нормального. Ну окей, вы в бане теперь. Очень жаль. Да потому что S24 от S23 недалеко ушел. Ну, не сильно, прямо скажем. Минимально. Мне очень понравилось, у кого-то была тема, что вот S24 Ultra стал и вырви глаз яркость. Вообще нет. То есть я сейчас покажу. Обнова пришла. Кстати, может быть еще одна обнова пришла. Сейчас проверим. Но я не вижу, чтобы там прям яркость как-то увеличилась. Мы Magic 6 будем гонять также или нет? Плюсики ставим. Ну вот повышенная яркость. Вот смотрите, вот она. Вот смартфон. Включаю повышенную яркость, включаю люксометр. Ну где он стал супер ярким? 416 теперь стало 450 обычная. И яркая 408, 880. Я в бане, Сергей Демин, не знаю. Может быть. Алексей, большое спасибо, вы тоже теперь в бане. Мы не вспоминаем эту площадку. Там нет нормального возврата. Потом придете сюда же мне и скажете, что Саня, ты говорил, что это нормальный ценник, я пошел и взял. Нет, идите в другое место. 25 тысяч Poco X6 Pro сейчас на Алихе. 25 тысяч рублей. Не лучший ценник. Я не понимаю смысл, что вы приходите и говорите мне про другие платформы. Саня, 4К 120 FPS даже у меня на OnePlus 10 Pro. В 9 Pro было, в 10 Pro не было, когда я тестировал, потом появилось. Но, Витас, дело в том, что это же идет еще в обзоры. И то, что вы видите 120 FPS, очень часто потом на компьютере выглядит очень плохо. Но, опять же, OnePlus 12 скоро будет на обзоре, 12R тоже. И пока мы можем, знаете, что сделать? Я вам покажу 3D Mark. Мне надо отойти на минуту буквально. На 30 секунд. Мы прошли все. Устойчивость, вот вы можете посмотреть. Магически, не магическую. 66% здесь. Wildlife 48% вообще. Плохо. И Solar Bay мы один полноценный не прошли. Я отлучусь на 30 секунд. Сергей, окей. Если вы упоминаете площадку, на которой я не покупаю, считаю это рекламой. Сюда очень много продавцов приходит. Это кажется, что людей мало. 5 секунд. Дюймовая матрица в Самсе будет, наверное, через лет 3-5.
Ну, главное, чтобы она появилась. Так, Solar Bay у нас отработал. И вот такие вот данные у нас в 3D Market. Так, чтобы не говорили, что он у нас горячий, мы должны пройтись по минимально данным. 1 600 000 он выбивает в Antutu. Довольно скромно. Это ультра скромно для этого процессора. То есть это минимальные цифры, которые вы можете увидеть. 6% есть. На 6% он довольно прилично греется. Storage тест протестим. У Huawei у всех болезнь косить под айфоны. Не, Argo. Вот там вы видите, где Global. Max Error, лучше Origin OS 4 или One, вам решать. Я говорю, операционки. Зато Storage тест вообще космические цифры показал. Я не помню 205 000 ни у чего. То есть, видите, Antutu в целом не космос, а Storage тест космос. Магия. Так, Geekbench 6 покажу тоже. Уже гонял. Single Core, Multicore, GPU. Графический наш процессор. Ну, такая приличная разница. И так как мы не можем поиграть в New State, мы поиграем в обычный PUBG только, да? Ладно, мы зайдем еще в инструмент разработчика, я покажу вам еще раз, да? Все, вылетает. Игровой центр. Ну вот что с ним сделать, чтобы он не вылетал? Ну мы еще попытаться должны... Может, у него какая-то есть альтернатива здесь PUBG? Не, это Free Fire, по-моему. Да, это Free Fire. Это я не знаю, что. Тоже понятия не имею. Ну, в общем, у них бан на PUBG. Ну, может быть, все будет хорошо, не нагоняйте, не накидывайте. Так, давайте про тогда яркость все-таки решим. Будет он реагировать у нас на автояркость или нет. Но экран довольно тусклый. То есть, чтобы вы понимали, я очень часто кладу вот так. Это 13. Pro Max. Древненький. Вот 13 Pro Max. С Трутоном. Уже выгоревший. 1100 люксов. И Honor. Вам же не нужна яркость. 680, 700. Ну, округлим до 700, ладно. Я не знаю, почему я округлять должен. 690 до 700. И понеслась. Автояркость включаем. — 1800 люксов показывает в автояркости. Двойник, ну как могли, так прожарили. Ага. Все, он сбросил. Может, недостаточно яркий этот. Давайте попробуем фонариком. Не зачет. Короче, яркость 1800 люксов не надолго.
Не любит он яркость, этот экран. Ну-ка, 1100. Почему он сейчас 1100 показывает? Я добавил фонарик, он стал показывать меньше. Магия. Ладно, зачет. Не будем грузить его. Не будем его грузить, чуть-чуть поиграем. Слегка. Включаем Genshin. Посмотрим, за сколько он у нас запустится. Думаю, быстро. Но то, что PUBG не установить, это, конечно, дичь. Это прям дичь-дичь. Дичь дичайшая. Хоть убейте меня. Понеслась. Да, у меня хорошо Сергей ловит S24 Ultra. Я не знаю, почему у народа плохо ловит. Но там, где плохо ловил, я знаю, что человек живет в регионе, где не совсем все хорошо с многих точек зрения. И вполне возможно, что... Так, все, максимальная яркость. Мы, единственное, идем сейчас благополучным образом. Выставляем графон 60 FPS, правильно? Настройки. Графика. Средний, окей. Хотя бы на средних 60 FPS. Мы помним, да? Что может потребоваться перезагрузка. Давайте перезагрузим. Еще раз. Поиграем минут 20. И, мне кажется, ему хватит за глаза. Заряд 60%, да. Пока. Но мы проверим все равно. OnePlus 12 в глобалке. Не знаю, говорю, у меня к OnePlus специфическое отношение в последнее время. Дорогие они в глобале, очень. Очень дорогие. Так, и надо сейчас переключить камеру. 5 секунд. Все. Так. Все, 60 FPS у нас есть. 59% и танцуем от нее. 59%. Через 5 минуток проверим яркость. Да что ж такое? Все. Тач ужасно работает. Так, окей. А почему вы спрашиваете про что мне больше понравилось? Вот, ну, как бы, вы же видите эти оболочки в обзорах. Наверное, вопрос больше к вам, что вам больше нравится. Ну, я тоже считаю, что нужно их как-то наказать. Что очень неграмотно, что у них такая политика. Из разряда наплевать, я буду блокировать глобалки. Ой, китайские версии. То есть самые дурачков нашли, почему глобалка должна платить больше. Ну окей, вы бенды какие-то выпиливаете, на этом останавливаетесь. У вас же есть какие-то ограничения? Или вы расстроены, что вашей техникой вообще будут пользоваться? Если это проблемы с государствами, в которые вы ввозите, ну, говорите об этом. Обозначьте проблему. Мне кажется, это очень неверно. Поделитесь траблами с покупателями. Почему у других нет этого? Почему Xiaomi не обламывается, ничего не блокирует?
Интересно, где упадет быстрее? Там, где игра или где секундомер? Яркость увидим. Глобалку еще надо написать. И поэтому такая разница, ну, это все равно не оправдывает их вообще никак, мне кажется. Так. Все, миссия выполнена, нет? 1000 метров. Николай, не знаю, обзор будет завтра. Завтра решим. Пока мы его просто гоняем чуть-чуть. Не игровой вариант, но я говорю, по поводу фотографий и видео, вы можете уже посмотреть в моей личной телеге, насколько удачно или неудачно, по вашему мнению, он фотографирует. Я не скажу, что это какая-то супер-мега-бомба, там, вау. Белые варвары должны платить double прайс. Да, ну так оно и получается, что они от нас хотят двойную цену, и что мы не подходим. 5 секунд. Разрушите 2 башни. Наверное, вот так можно и все. Они, наверное, будут призывать постоянно. Им денег надо больше, больше хотят, да, кладов. Есть такое дело. Одна башня есть. Все. Поручение выполнили. Не чувствую, что он тормозит, но чувствую, что он сбросил яркость. Уже 5 минут. Надо было еще в инструменты разработчиков FPS достать, ладно. Уж 60-то тут есть точно. Так. Опа. Где этот тип, который бросает чем-то? Так. Двое тусовка.
-1. Вот теперь этот. Так, с Realme OnePlus нас не ограничивают. Да, только Realme продает смартфоны на процессоре, которые стоят 13 тысяч рублей. iQOO Z8X, как правильно говорил, красава. За 28 тысяч, и все. И что он там с камерой вытянет у вас? Ну, не знаю, посмотрим. Так, подождите, я сейчас хочу проверить яркость, потому что есть у меня ощущение, что он чуть-чуть сбросил. Хотя он мало заметно, что сбросил, потому что... Не, ничего не сбросил, даже повысил, видите? Что у него, в принципе, яркость была небольшая, и все. И сбрасывать там нечего. Так. Вместе с тем, кто их недооценивал, да. Так, ну что? Для фото за 50 тысяч сейчас 23 вы не рассматривали? Или пиксели какие-нибудь, опять же? Не знаю, вот опять же по фото все до такой степени на тоненького. Вот народ там пищит и радуется от вивовских смартов. И от оповских, и от всего остального. Вам же решать. Почему? Потому что они красят. Там пиксели красят меньше, яблоки еще меньше красят. Смотря какие вам нравятся фотографии, что вы хотите от фото, понимаете? Вот, допустим, там, не знаю, если вам нужно на аватарке куда-нибудь выставлять красивые фотографии, то вам вообще лучше каких-нибудь китайцев брать, потому что у них там сразу фильтры эти. Видео, допустим, в Huawei, я сейчас, кстати, поиграю чуть-чуть и покажу. Здесь видео с уже эффектом. То есть ты берешь и спокойненько делаешь эффект, допустим, 5 секунд. С гладкой кожей, и все. Так, 6 надо уничтожить. У меня сейчас уже уничтожено. 5. Это 6, мне кажется. Да, есть. Поручение выполнили. Так, а здесь что? Нет. Нет. Не знаю, что это такое. Последний шанс. Нет. Ладно. По всей китайской тусовке на фото, но, кстати, разряжается он тоже не особо быстро. 10 минут 3%. Нормально. Ну, 20 минут надо погонять. Vivo красит прям конкретно. Oppo чуть-чуть поменьше. Ну, тоже красит. Ну, вот красит. Samsung меньше красят, но они то контраст, то баланс белого. Вот этот желтый цвет, который очень самсы любят. Вы видели видео в лифте? Ну, это жесть просто. Это просто жесть. То есть видео в лифте просто жесть. Да, на Oppo Find X7 тоже был обзор за 50. Обзор за 50. Смарт за 50 штук. Обзор был на канале. Или сколько он сейчас? 50, мне кажется, нет? Разница огромная по видео. Я хочу, но это не значит, что я перейду. Я не помню, по-моему, в S23 Ultra 4К 120 FPS было, нет? По-моему, нет. Когда я тестировал, точно не было.
Может, сейчас уже появилась? Симулятор скалолаза, да? Мне кажется, больше всего детям нравится как раз в PUBG то, что в Геншине, что ты можешь ползать по ответственным стенам и не напрягаться. Ну, ты так напрягаешься, но не напрягаешься. Выполнить испытание на время. Все, понеслась. Мне кажется, что я еще больше потратил времени на то, чтобы их уничтожать, чем если бы я просто побежал на локацию. Вот лучше этих. И вот этих вот. И вот этого вот. А вот большого точно не буду уничтожать. Большого надо было уничтожать с этими. Все. Поручение выполнено. ЧТК 23, ну вот. Все. Вот сейчас вот прям миллиард процентов он сбросил. Я не знаю, как не увидеть, что он сбросил. Так, стоп. Пусть улетают куда-нибудь. Не улетели, смотрите-ка. 14 минут, у него сброс яркости, и то небольшой яркости. Насчет 60 FPS я не уверен, что они здесь есть, но... Нет. Не, сбросил. Но как так? Я вижу, что он сбросил, а это... Очень странные дела. Захожу в игру, ощущение, что он сбросил. Ладно. И в топку. Так, 5 секунд, я сейчас поменяю аккумулятор. 1,5 часа у нас хватило. Аккумулятор на смарте. На камере. Камера, повторяюсь, у меня Sony 10W. И дальние. Вот у меня. По итогу китайские версии OnePlus становятся... Вот здесь неудобно играть. Играть только под левую руку удобно, разумеется. Или это вечер. Вечер, наверное, тогда получается. Награда. Телепорт. Пора бежать, Алекс. Огромное спасибо, что ты до нас дошел. Не забывайте прожать лайк все. Да, это вечер. Вечерело, наверное. Люе. Ну а где мне отследить это Люе? Тач мне не очень нравится. Не очень. Но, опять же, на вкус и цвет. Мне кажется, что это не объективен, короче. Награды экспедиции. Давайте хотя бы награды экспедиции. Lost Fortuna. Ну, давай сейчас посмотрю, сколько ее качать надо. Хорошо? Ювелирный дом. Вот награда экспедиции. Ладно. eSIM на OnePlus нет, если шить китайский на Оксе. А с чего? eSIM же это физический чип. Если его там не было, как он там появится? Можете мне...
что это за штуки? А зачем мне они такие дорогие? Ну и ладно. Пусковая труба. Надеть. Ага. Ну ладно. Сейчас скажут, я скажу, что мне мало яркости, скажете, что она зачем тебе нужна в таких количествах, да? Моя репутация. Анкера всегда хороши, почти. Действительно, в IQ 12 плохая отзывчивость тача. Я похоже сейчас, что тестирую IQ 12, или я похож на Википедию, или вам лень посмотреть мой обзор, или прожарку его, или как? Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Ну, там, Саня, мне лень посмотреть обзор. Как у него тач? Я правильно понимаю? Это вы хотите узнать. Так, ну что? Все. Чип физический, но его можно программно отключить. Я не говорю про включение. Подождите. Я понимаю, что чип физический. Вы думаете, что там в OnePlus 12 было в глобалке он был, ой, в китайской версии, но он не активирован. То есть они себе враги и решили реально сэкспериментировать и посмотреть, а что будет, если в запрещенных китайских девайсах, точнее не в запрещенных, запихать физический чип есимовский. Это, мне кажется, уже больше похоже на какие-то ну, домыслы, мягко сказать. И вот я точно знаю, что он точно есть. Зачем им туда, в китайскую версию, пихать eSIM? Для чего? Чтобы потом в глобалке типа не додумывать? Или как это? Один и тот же конвейер, им лень... Не понимаю, сформулируйте. Нет, мысль очень странная. О, так что, не знаю, кто-нибудь встречался с тем, что в китайских версиях смартфона... А, в OnePlus 12 нету чипа, вы чего? Там уже народ прикалывался, типа, вот там не активируется. С чего он должен активироваться? В OnePlus 12 точно нет. В обзоре нет частоты дискретизации касания. Я говорил, как он там работал? Или есть, может быть, не только мой? Все тесты одинаковые, плюс-минус. О, еще эти типы. Где мне его найти, этого типа-то? Мне вот интересно, за эти стримы я масок, наверное, набрал прям конкретное количество. Часто смотрю в записи часовой пояс Сибири. Ну, примерно так же, как и у меня.
Так, 20 минут, 22. Что мы отыграем 25, что ли, уже получается? Так, ну хорошо, где он еще может быть? Идем по кругу, как в этом. Играешь, когда в New State, да? По кругу зоны. Но обычно по краям их не бывает. По краям типов не бывает. Прогрузы какие-то были. Вот сейчас были реальные пропадания FPS. Так, здесь мы всех вынесли, нет? Нет, здесь еще тоже кто-то есть. Здесь такой же тип. Ладно. Пять минут у нас есть еще. То есть тут удар 165, а тут удар 97. Да, ровно в 2 раза сильнее. Может быть, вот здесь? Нет, здесь нет никого. Но я не знаю, где он. В чем смысл-то? Где я кого должен найти? Ладно. А, следы. Угу. Сейчас этот встать должен, нет? Не встал. Мне надо следы искать, а не с вами биться, товарищи. Какие-то следы. О! Стоп, тут что-то было. Цветок. Саня, привет, ВСПР, привет всем. Я думаю, что мы уже можно заканчивать. 51%, значит, у нас было 59, стало 8%. То есть, в общем, 20% в час он поедает, яркость он не сбрасывает, FPS начинает проседать через минут 20. Вот. Нет, яркость сбросил он на 100 люксов через 25 минут. То есть яркость сбросил на 100 люксов. Он и был не ярким. То есть особо мучить его из-за этого смысла не вижу. Что из интересного? Вот смотрите, я его сейчас дам отдохнуть ему. Потом я включу тротлинг-тест на час. Какую вы хотели игруху, кстати? Что это тоже интересно 13Т? 13 тест, Pro 56. Я не знаю, наверное, нормальный ценник. Но не уверен. Не уверен. Сейчас посмотрим. 56 это дорого как-то. Нет, это дорого. 13T Pro это дорого. За 56. Был 50 он. Еще и кэшбэк был 2500. То есть дешево не ощущаю. Можете меня поправить. Сейчас он 48.
12 512, 12 256. 48 400. Ну да, то, что он не 512. Хочется 512 за эти деньги, да? Да, 32 был низший ценник у 13Т. Не про. Какую игру хотели? Человек не ушел еще? Нагрев все норм. Толком нагрева никакого. Я вон тут у тебя сейчас покажу его. $44.40. Абсолютно адекватный нагрев. Да, где-то были, помните, времена. Но, опять же, 48 тоже нормальная цена. Из Китая вообще, кстати. 47 800. $51 Global на 512. По мне нормальная цена 47 800. Был 54. Так, мне ответили все-таки, кто он писал. Lost Fun. Lost Fortune. Lost. Сейчас 5 секунд. Что это за игруха хотя бы? Вот это Арена Брокаут. Universal, огромное спасибо, что пришел. Было приятно тебя очень увидеть. У нас сегодня просто день новинок. Так, и... Ну, мне кажется, что он долго будет устанавливать, нет? А нет, быстро, он небольшая игрушка. Разница глобала и Ростеста. Еще раз, Ростест вообще не существует как таковой, как я понимаю. Там по-другому, неважно. В глобале, я сейчас, кстати, посмотрю, по-моему, бенды не все, или бенды все у Honor Magic 6 Pro. По-моему, не все. 5 секунд. Вы правильно спросили. Насчет 13T и 13T Pro, их не в глобале не бывает. Они есть только в глобале сразу. А насчет Magic. Сейчас. Вопрос дня, можно сказать. V-Vault хранилище. Так. Не шутя, был 76. А как они так 83 уже сделали? Ну что за моральные люди, аморальные? Как так могло произойти? Был же 75, уже кто-то купил просто, они такие типа все, погнали. Плохие люди. Ладно. Что у нас по ограничениям будет? Ну, во-первых, Genshin мы не установим. Во-вторых, Google Play сервисы включаются. Бенды для 4G. Не вижу я ни 7, ни 20. 3 есть, 7 есть, 20 есть.
Все бенды есть. Наверное, то, что комплект весь. Не знаю, кто-нибудь знает отличие? Еще. Ну, он сейчас 47 и есть. 47 800. Никаких. В адекватный прайс это только... А, ну вон, они качают. Pre-processing client resources. Do not use... Ну, все, ждем. Почему он типа готовится? Думает он. Разница в зарядке. Все бенды в какой зарядке? То есть, типа, этот быстрее заряжается или медленнее? Он все равно поддерживает 80 ватт, хотя 100 ваттно идет с ним. То есть он пишет быстрая зарядка 80 ватт. Может, я чего-то не понял? Говорю, повторяюсь, что у нас коллективный разум. Понятно, что можно открыть какой-нибудь сайт, но... Может, так и сделаю. 5 секунд. Шестерку гонять в чем? Вилка другая. Смешно. Смешно. За это X2 ценник, да? Не греется. Ну и скачался. Google Chromecast работает. Но это я все читал. Это я все читал. Притом самое интересное, 8 и 8 Pro плюс-минус те же тапки, только в профиль. Ну окей, там покруче камера, перископный. Все. Ладно. Пока он грузил, он, кстати, довольно сильно согрелся. Довольно приличненько так. Breakout Light. А почему Light? Ладно. Принял. А почему 20 лет мне должно быть? Ладно. А на Unreal движке? Вот, неважно. Принять, подтвердить, пропустить, подтвердить. Неверный ответ. Хорошо. Саня, есть Mi 13T, там нет лейка. Тот, который по 35? Без лейки? Уже раскупили. Ну, он уже раскуплен, это не особо важно. Сейчас заменю, может быть. Значит, 37 будет. Это тоже без лейки. Они уже задолбали с этой лейкой, не лейкой. Мне кажется, что это так. И окей, посмотрите на капитана. Такая игра не тяжелая. В чем прикол? Зачем в нее играть? Или типа по приколу? Или реально тяжелая?
Сейчас исправлю. Лейку убрать. А 13 Pro тоже без лейки, что ли? Не вижу, чтобы без лейки было. Там даже на камере написано лейка на фотках. Но они уже повысили ценник. А нет, 47 также. Тринадцать Т Pro или iQOO 12? Пам-пам, решать-то вам. Мне кажется, что это не не та игруха, в которой надо тестить, нет? Друзья. Довольно скромная графика. Не, 47 так и осталось 13 Pro. Ну окей. Да, головняк. И добавляют реализма, типа. Стоп. Возьмите гранату. Ладно, в топку. В общем, надо разбираться в другом режиме. Это игруха, которую хотел увидеть ребенок. Я понял. Все. Финал. Кратко. Смартфон не игровой, но играть можно. Чуть-чуть он сбрасывает 100 люксов за сотку. Это немного. Вот. В целом вот так. Девайсу от меня пока. Да, опять же, за те деньги. Я не знаю, почему они сделали. Он стоил же 75. Я его перед обзором делал ссылку. Вот, 75 сейчас выходит. Так странно. Даже 74. 74. Нет, 75 800 он выходит. Потому что там купон на штуку. Вот, за 75 тысяч можно рассмотреть его, но опять же, что такое 75 тысяч? Это Xiaomi 14 в глобалке. Лучше ли Xiaomi 14 в глобалке? Наверное, нет. То есть, мое мнение, вот сейчас я его поюзал. Да, какие-то определенные моменты из разряда надо запомнить, что если в нули разряжаешь, чтобы включить быструю зарядку, еще какие-то вещи. Но в целом впечатление от смартфона хорошее. То, что у него есть негативы по фотографиям, по видео. Опять же, решать вам. Смотрите обзор полноценный на основном канале. Потом смотрите обзор одним кадром. Надеюсь, поставите лайк. Надеюсь, что... Я не хочу, потому что Magic 6 еще буду тестировать, я не хочу его перегонять. Вот. И все. И, может быть, разберусь, как там установить PUBG New State. Как вариант. Так что следующий обзор на него, после этого на 13C, после этого на Magic 6. А там уже посмотрим.
По ссылке сейчас, Руслан, вот сейчас я захожу, тебе скрин скинуть, 76 тысяч. Вот сейчас я тебе покажу его, подожди. 5 секунд. Вот. Просто войди в аккаунт. И там еще есть, разумеется, 1000 на баллы. Вот. За 75 норм. Я не думаю, что он будет там 60-65. Ну, будет, но не скоро. Потому что здесь гуглы. Когда мы Honor Magic Huawei по 60 Pro продаются по 60, ну, по 50, но без гуглов. Пам-пам. Вот. Фотографии на него уже штук 500, повторяюсь. Сравнение будет с S24 Ultra. Я думаю, для вас интересно, потому что я там много всего наснимал. Я был заряжен, я до сих пор заряжен. Мне этот смарт реально нравится. Но Honor Magic 6 может быть более предпочтителен, потому что его я вообще за 60 тысяч купил. Так что приходите потом, через дня 2. Будем гонять Honor Magic 6. Redmi 13C, наверное, все-таки гонять не будем. Руслан, я вам только что показал фотографию, просто зайдите в аккаунт. Девайс и 12256 выберите, а не 512. Предварительное «да», а что будет потом, увидите в обзоре. Огромное спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, будет много подписок, буду все продолжать жарить. Купил, благо я практически все девайсы. Добра и удачи.